Вітаю усіх закоханих у троянди та сад. Сьогодні розповім про чарівну троянду, свою Августу Луизу. Даже про 3 Августы Луизы. В нее невозможно было не влюбиться, и я повторила этот сорт розы 3 раза. Роза из обязательной программы любого садовода. Сейчас вы узнаете почему. Роза селекции Тантау, Германия, 1999 год. Августа Луиза – роза чайно-гибридная, хотя очень похожа на флорибунду по цветению. Имеет сестер спорты – акварель и комтессу. У меня есть акварель, я покажу ее немножко в конце видео. Роза Августа Луиза имеет невероятное множество высших наград на всевозможных международных выставках. Как лучшая чайно-гибридная роза за здоровье, за красоту, за размер цветка, форму куста и цвет листвы. В ней все совершенно. Это богатая роза для богатых парадных клумб. Судите сами. Моим кустам Августа Луиза 3 года. 3 куста и 3 года. Роза имеет крепкий облиственный куст до 120 сантиметров в высоту и 80 в ширину. Она чуть уже по ширине. Этот сорт дает очень много базальных побегов. Крепких, колючих, но куст очень красивой формы. Имеет темно-зеленую листву роза с очень интересными резными краешками по листикам. Как кисточкой прорисован лист. Красивый, сочный, немного полуглянцевый такой. И кажется, как искусственный, даже издали смотришь на куст розы, она как искусственная вся. И листики, и цветы. Но он такой есть на самом деле. Нереально красивый. Цветы роза имеет огромные просто, до 15-16 сантиметров. Интересный ее оттенок. Она меняет, как многие розы, конечно, по мере распуска меняет свой цвет. Но у нее цвет совершенно потрясающий. От оранжево-красного даже при раскрытии меняется на розово-лососевый с кремовыми оттенками, и даже малиновые переливы при цветении можно увидеть. Цвет зависит от температуры воздуха. Допустим, цветение в июне и цветение в августе по цвету может быть совершенно разные цветки. Интересно, что интенсивность окраса зависит и от почвы, и от ухода. Можно в одних каталогах увидеть Августа более оранжево, а в других малиново, какая-то золотистая, в третьих красная или желтую я вообще видела. Мне кажется, там с акварелью ее перепутали немножко. Цветок очень красивый, густо-махровый, до 40 лепестков, с большими волнистыми краями. Лепестки как рюши. Колышется при дуновении ветерка и переливается, особенно в утренней росе, красиво. И если присмотреться, то край лепестка как кружевной у розы. Цветок выдерживает даже сильный дождь, не портит его дождь, а капельки играют на больших лепестках, как в догонялке, скатываясь и искрясь на солнышке. Очень красиво. Я ее когда снимала после дождя, не знала даже с какой стороны подойти. И тут красивая, и тут красивая, как фотография из журнала.
Цветок ароматен. Имеет роза аромат спелых фруктов и малины. Очень приятный и ненавязчивый аромат. Имеет одиночные цветы и соцветиями цветет до 5-7 цветков. Получается целый букет такой красивый. Но больше, мне кажется, одиночных цветов у нее. Роза отлично растет и в полутени, и на солнце. Спрашивали вы, как ведет своя эта роза у меня в саду. Мои августы высажены на большом розовом кругу, все три на полном солнце, но проложен капельный полив на поливе. Все розы, и им я тут вижу всем прекрасно. Этот сорт розы устойчив к болезням и к вредителям. Даже если рядом капризные соседки. Я, конечно, провожу обработки всех роз, но Августа Луиза меня за 3 года не подвела ни разу. Сорт морозостоек. Она у меня посажена в самых обзорных местах по проходу к дому. Как только заходишь на круг, в нее прямо взглядом упираешься. Если на лавочке сидишь, голову повернешь, и опять же на Августу Луизу. И с террасы хорошо она видна, притягивает взгляд свой. У этой розы, конечно, есть небольшой недостаток, как у всех красоток. Пишут, что у нее 2, даже 3 цветения, но я бы сказала 2 полных и который в середине лета он такой немножко слабое цветение. Так вот, между цветениями у нее достаточно долгий перерыв. То есть срезала я цветы, и чтобы следующих дождаться, надо подождать. Хотя, видела, пишут предложение в каталогах, что непрерывного цветения, не непрерывного, перерыв у нее есть. Но стоит подождать такой красоты. Роза очень достойна своих международных наград. Прямо рекомендую и на парадную клумбу такую красотку. Узнала я, что у нее есть порты, и загорелась сортами. Как я говорила в начале, это розы акварель и комтесса. У меня акварель. И следующее видео я сделаю обзор этой розы, чтобы вы ее не потеряли и сравнили. А сейчас вот можно посмотреть рядом очень похожие розы. У акварель немножко меньше цветок, но она у меня моложе на 2 года, судить еще пока рано. Ну как вам моя Августа? Понравилась? Задавайте свои вопросы, делитесь в комментариях впечатлениями, рассказывайте про своих Август Луиз. И до встречи в следующем видео. Посмотрим розу акварель совсем скоро. Всего хорошего.